хотел обратить ваше внимание на 3 ключевых проблемы крипторынка в целом. Третья проблема, которая все еще сохраняется на рынке, и как раз-таки 2019 год станет, скорее всего, решением этой проблемы, это проблема ликвидности. Потому что на сегодняшний день, если вы посмотрите на большинство стаканов, даже топовых криптовалютных бирж, таких как Binance, Poloniex, Bittrex и так далее, вы можете заметить, что в стаканах не так много объемов, не так много ликвидности. Например, на первых 50 уровнях вы можете увидеть 30-40 биткоинов, что фактически для крупных институтов ничего. То есть, если вы решите продать одномоментно или купить маркет-ордером 100 биткоинов, вы соберете весь стакан и получите вот такой вот слипач, да, вы получите очень плохую цену. Поэтому проблема ликвидности, она существует на рынке. И если она существует на крипто против крипто, например, биткоин против тезера, то что уже говорить про инструменты крипто против фиата, да, там биткоин против доллара. Именно поэтому, именно из-за этой проблемы на сегодняшний день OTC рынок, он растет, потому что все крупные игроки, они не хотят терять на трейдинге вот эти слипаджи, не хотят негативного проскальзывания, они хотят как можно лучшую цену исполнения и как можно гарантированную цену исполнения своих ордеров, потому что лимитные ордера на текущих биржах, я имею в виду лимитные ордера с большим объемом, биржи не готовы удовлетворить. Соответственно, вот эта проблема ликвидности, она есть, но, например, такие компании, как B2Broker, мы решаем эту проблему путем агрегации ликвидности с различных OTC-площадок, с различных бирж, в том числе с биржи B2BX, в том числе с каких-то dark пулов ликвидности, в том числе с небанковских ликвидностей провайдеров, в том числе с помощью привлечения маркетмейкеров. И вот этот пул ликвидности, он растет. Первый шаг, который мы сделали, мы запустили CFD ликвидность, и на сегодняшний день в стакане, например, биткоин против доллара, вы можете уже увидеть 400 биткоинов на первых 5 уровнях. Это такой один из первых серьезных шагов вообще на этом рынке, когда фактически финансовые институты могут покупать, продавать 400 биткоинов по маркет-ордеру без негативного проскальзывания. То есть это то, что сейчас можно делать на рынке Форекс, тоже мы повторили и на крипторынке. Соответственно, например, биткоин против евро, вы можете в стакане на первых 5 уровнях где-то 200-300 биткоинов. Ripple у нас доходит до 1,5–2 миллионов риплов на первых 5 уровнях против доллара. Соответственно, это уже такие серьезные институциональные объемы, которые позволяют фактически серьезным финансовым институтам подключиться и в рамках этой ликвидности предоставлять качественное исполнение своим клиентам, какие-то серьезные торговые объемы своим пользователям. Дальше второй шаг, который мы решаем в рамках проблемы ликвидности, это агрегация спот-ликвидности. Соответственно, совсем скоро мы анонсируем запуск вот такой же глубокой ликвидности, но уже на спот-рынке, не только на CFD-рынке, а на спот-рынке. Потому что проблема ликвидности, она все еще стоит ребром. Например, если вы сравните с рынком Форекс 20 лет назад, была точно такая же проблема. Спреды были по $100. И сейчас некоторые провайдеры на крипто тоже предоставляют такие огромные спреды. Почему? Потому что нет ликвидности. Эти финансовые институты, биржи, брокеры, они боятся как бы взять на себя риск, соответственно, дают такие спреды. Соответственно, в течение 2019 года, я думаю, что к нашему пулу ликвидности подключится достаточно много финансовых институтов, и каждый новый брокер, каждая новая биржа, каждый новый криптоброкер, каждый новый обменник будет увеличивать пул этой ликвидности, этот пул ликвидности будет расти. Соответственно, следующим шагом это будет объединение нескольких пулов ликвидности с помощью крипто-ECN. Поэтому вот эта проблема ликвидности,
я думаю, будет решена в рамках 2019 года. Наверное, в рамках одного видео невозможно раскрыть больше проблем, но вы всегда можете написать вопросы, вы всегда можете оставить заявку на нашем сайте b2broker.net, вы всегда можете написать в нашей группе в Телеграме, и, соответственно, вы всегда можете найти мои контакты, написать лично мне, и мы с радостью ответим на ваши вопросы и расскажем, как запустить свой рынок, свой бизнес в криптовалютной сфере, как на этом заработать, какие инструменты для этого применить, как это сделать более эффективно, как дифференцироваться от ваших конкурентов, как использовать технологии для увеличения эффективности и увеличения количество пользователей на ваших торговых системах. Вот это все мы поделимся с удовольствием нашим опытом, нашим консолидированным опытом, который мы собираем уже несколько лет в сфере криптовалют. И все это вкладываем в наши технологии для того, чтобы вы, запуская свой бизнес, могли дать возможность заработать своим клиентам и заработать сами. Всем спасибо, пишите вопросы, комментарии, буду рад ответить. Пока!